горловины заготовьте себе заготовку. Таким образом, у нас, когда мы краили, и на полочке, и на спинке по центру есть насечки. Вот они, насечечка. Значит, наша задача по этим насечкам согнуть пополам полочку и спинку, объединить плечевые швы один к одному. Вот. Вот наша горловинка. Мы сделали это, выровняли, все у нас легло. Вот наша горловинка. Вот. Когда вы это сделали, вы должны посмотреть, чтобы она у вас была плавненькая, ровненькая, никаких углов здесь не торчало. Значит, если у вас так получилось, что у вас шов немножко вышел за границы, значит, хоп, возьмите линию, отрисовали, плавненько осноровили, и ваша горловинка готова к обработке. Мы берем сантиметровую ленту, устанавливаем ее на ребрышко, совмещаем край нашей ленты и идем строго вот таким образом по нашей горловинке и замеряем нашу горловинку до края. Вот, в моем случае это 26 сантиметров. Вот таким образом. Это легко, это просто на ребрышко и обходите по краю. Вот так. Такой метод можно использовать только в тянучих тканях, в трикотажных тканях, там тех масло есть ткань такая, которая все время скользит, тянется. Вот. Такой способ только в таких тканях используется. Ни в коем случае не используется при изготовлении пиджаков, платьев из дорогих устойчивых тканей. Там замеряется горловина исключительно, и это очень важно, по шву притачивания. Если он сантиметр, значит, у вас должен быть наведен шов притачивания, и только исключительно по шву притачивания. Вот так. Вот так. Вот. Никоим образом не как в трикотаже. У нас трикотажная ткань, поэтому мы замеряем по краю. Почему? Да потому что наша горловинка здесь шире, чем наша шейка. И нам надо верхнюю часть обтачечки будет сутюжить, уменьшить. А край притачивания разутюжить, растянуть немножечко, чтобы он красиво здесь лег. И горловиночка у нас повторила контуры нашей кругленькой шеи. Не квадратной, не треугольной, а кругленькой нашей шейки. Поэтому замерили эту длину. Сложено изделие в 2. Соответственно, полоску, которую вы выкраиваете, вот, она тоже должна быть выкроена в 2. Или же вы это полученное число умножаете на 2 и выкраиваете прямо, как вам удобно. Неважно, вам нужно эту окружность, длину этой окружности получить в этой прямой линии. Затем мы пойдем на утюжок, когда мы с рукавом закончим и приступим к обработке нашей горловины. У меня она такая, потому что у меня дизайн. Видите, у меня с изнанки обтачка, которая не имеет красивого края, а она рваная. Она рваная, закрученная, это в одну сторону, это в другую. Если у вас она идет в 2 сложенная, да, ровненькая, красивая, вот надо добиться будет красивого вот такого горлышка. Вот. Поэтому я вам потом на утюжке покажу, как нам поработать с этой прямой полоской, чтобы она у нас стала красивой, кругленькой. Вот. И затем, после утюжки, мы отмеряем по нижнему срезу обтачки.
не по закрытому срезу, который у нас будет на шее, а по тому срезу, который мы будем пришивать к горловине, замерить ту окружность, которую мы уже записали себе на листочек. То есть обхват нашей горловины. И отложить на вот этом вытянутом кусочке ту длину, которая нам нужна. Лишнее удалить. Если у вас ткань не трикотажная, вы должны к этой длине добавить расстояние на швы. В данном случае трикотаж, этого можно не делать, поскольку, когда мы будем вточать, мы всегда растянем нашу горловинку столько, сколько нам надо. Но не переусердствовать, чтобы у нас здесь на горлышке, вот здесь на горлышке, чтобы она у нас не получилась, как юбочка присобранная. Но, тем не менее, это должно быть в готовом виде чуть-чуть меньше, чем наш наша горловина. Пойдем на утюжок. И начинаем обрабатывать нашу горловиночку. Вот обтачка. Она у меня состоит из двух деталей, черной и белой. Верхний срез ее у меня будет не обработан. Здесь будет проложена просто строчка, и края будут вот такие загнутые и рваные. У вас может быть просто обычная обтачка горловины, которая имеет закрытый срез. Вот. Для этого, если у вас будет рваный, как у меня, вы должны зафиксировать 2 полотна трикотажных, для того, чтобы они не скручивались и вам удобно было с ними работать. Но сметка должна быть настолько свободной, чтобы она не мешала не утюжить вам, но и не мешала нам сутюжить здесь ткань, чтобы она не удерживала ее сильно. Я просто зафиксировала 2 полотна между собой для удобства работы. И приступаем. Нагреваем утюжок, включаем пар. Турбопар здесь неуместен на первом этапе, поэтому просто пар. И начинаем работу. Потихонечку, не усердствуя сильно. Не надо оттягивать прямо аж вот так вот. Нет, нужно аккуратненько, потихонечку, слегка подтягивать, слегка. И параллельно вот эти волны, которые образуются, аккуратненько, постепенно. Ни в коем случае вот так нельзя поставить утюг, будут складки. Нам надо плавно их свести на нет. Вот они должны закруглиться у нас без всяких складок, невзирая на то, что у меня 2 полотна. Приступим. Вот поставили краешек утюжка, не заходя утюгом на верхний наш срез, не заходя, мы начинаем легонечко подтягивать. Вот у нас образовалась волна. Вот она, эта волна. И мы плавно утюгом выходим к краю, ее сутюживая круговыми движениями, помогая немножечко ручками. Вот, этот участок я сделала. Смотрите, какой он стал красивый. И при этом я не растягивала до безумия. У всех какие-то есть приспособления. Показываю для тех, у кого их, может быть, пока что еще нет. Вот у нас горячий объект. Давайте мы зафиксируем вот эту зону и дадим ей немножечко остыть. Обычной подставкой от нашей гладильной доски. Обычной. Пусть она на себя возьмет всю температуру, весь пар. И наша ткань привыкнет к такому положению. Буквально 1 минуточка. Вот мы ее немножечко забрали, лишнюю влагу, забрали оттуда, подержали, убираем. Смотрите, какой у нас кругленький краешек получился, красивый, круглый. Вот. А дальше она у нас идет прямая. И вот мы поступаем со всей нашей обтачкой таким образом. Перемещаем аккуратно, пока она теплая, не растягивая, чтобы она вот в таком положении лежала. Вот, переместили для удобства работы. Ставим на вот этот край, который ближе к нашей необработанной ткани.
на вот этот сначала идти не надо, надо продолжить. Точно так же короткими движениями, слегка-слегка подтягивая, ну вот буквально, ну совсем чуть-чуть подтягивая и плавно круговыми движениями уходя к верхнему срезу. Плавно-плавно. Зафиксировали утюжком. Раз, два, три. Убираем утюжочек. Кладем нашу промокашку. Оп! Все, теперь работает наша промокашка. Пусть она забирает лишнюю влагу. Пусть забирает. Так, вот, собственно, что у нас получилось. Вот наша подковка, она уже готова. Смотрите, насколько у нас увеличился нижний срез нашей обтачки. Значит, теперь по нижнему срезу нашей обтачечки мы замеряем. Можете сложить ее пополам. И замеряете от центра и откладываете нужную длину, которую вы замеряли по горловине, учитывая, что у вас она сложена вдвое. Вот. Либо в разложенном виде определили центр, от этой точки сюда померили и сюда, лишнее отрезали по этому краю. Вот и все. Вот так вот делается эта обтачка. Далее вы ее сшиваете между собой. У меня срез открытый, видите, потому что у меня такая технология в моей кофте. У вас здесь будет линия сгиба. Значит, вы ее раскрываете на полную ширину, стачаете, шовчик там внутри в разутюжечку, лишнее убавляете, опять огибаете, и все, и мы готовы к тому, чтобы пришивать эту обтачечку в нашу горловинку. Вот посмотрите, какая она у нас. Это у меня черная изнанка, белое лицо. Какая она у нас красивая. То есть мы повторили форму вот нашей горловинки, которую мы замеряли, когда на нашем изделии. Вот так она должна выглядеть. Все, теперь идем к машинке и будем ее притачать. А затем отгибать на изделие и отстрачивать по лицевой стороне отделочную строчку. Вот. У меня оверлок в данной модели не используется. У вас он может быть, это абсолютно нормальная практика. Но мне не нужны лишние уплотнения, поскольку ткань моя не треплется, я могу оставить так. Вот. И еще обрабатываете эту обтачечку. Сначала начинайте с изнаночки, а затем повторите ту же процедуру на лицевой стороне обязательно, но уже не такую интенсивную, поскольку все равно лицевая сторона обработана уже паром, уже дала усадочку, но все же ее поправьте. Учитывайте, делайте это так, чтобы не оставлять ласы. Обязательно. Если ткань, которая очень чувствительна к утюгу, значит, возьмите себе проутюжельник любой и малыми участками с проутюжельником, вот, допустим, даже так, короткими участками сначала выложите, зафиксируйте здесь пальчиком, накрывайте проутюжельник и аккуратненько двигаетесь к верхнему срезу, не обжигая свои пальчики. Вот и все, ребятки. Будем пришивать. Мне, прежде чем пришивать, надо еще поработать с моей горловинкой, с открытым срезом. Надо сделать, чтобы он получился трепанный, красивый, и позаворачивались края в разные стороны. А вам можно пришивать, если у вас здесь закрытый срез. Ну что же, мы обработали нашу горловинку. Вот наглядно показано, как она ложится на готовое изделие. И мы очень быстренько близимся к концу нашей работы и увидим, что же мы натворили такого за все это время. Вот наша горловинка, обработанная как
мне надо, у вас она своя, но мы с вами ее правильно отутюжили. Наша задача теперь распределить эту горловину в горловине нашего изделия. Для этого, для упрощения работы, мы берем, сгибаем нашу горловину по шву стачивания, не обращая внимания на верхний срез, нижний срез аккуратненько, не растягивая, не перекашивая, движемся по длине всего нашего нижнего среза. Находим его линию сгиба, перегиб. Это центр. Делаем надсечку. Сделали надсечку. Дальше разворачиваем ее в обратную сторону. Совмещаем нашу надсечку с линией, со швом притачивания, который нам служил ориентиром. Точно так же, не обращая внимания на верхний срез, выравниваем нижний, не растягивая. У меня она двойная, поэтому немножко хлопотно. Делаем надсечку. Есть. Не отпуская этот край, приближаемся к центру. С другой стороны делаем точно так же и делаем надсечку. В итоге у нас есть 4 ориентира. Это шов притачивания, боковые надсечки и центральная надсечка. Как мы поступаем с нашим изделием? В нашем изделии по центру спинки и по центру переда уже есть готовые надсечки. По ним складываем наше изделие пополам, вот таким образом, вот так, по этим надсечечкам. Вот надсечка, вот надсечка. Мы их сложили. Уравниваем плечевые швы. Проверяем, все ли у нас в порядке. Все в порядке. Значит, дальше берем и соединяем между собой эти надсечки. На полочке и на спинке. Вот они. Я их поймала. Да? Аккуратно, не растягивая горловину, учитывая то, что наша горловина круглая, она очень растяжима, ее можно легко перекосить. Поэтому, чтобы не было перекоса, вытяжения ткани, аккуратненько сложили 2 надсечечки и дошли, где у нас линия сгиба. Надсекли. Точно так же поступаем и с другой стороной. Делаем надсечечку. Мы имеем 4 ориентира на изделии и 4 ориентира на обтачке. Значит, в моем случае я обтачку буду притачать, направляя шов стачивания обтачки на спинку, по центру спинки. По технологиям, по правилам шитья, ее, как правило, располагают на левом плече, уходя немножко на спину. Так, определились мы с ориентирами, и теперь наша задача прикрепить нашу обтачку к основному изделию. Прикладываем нашу обтачку лицом к лицу, шов стачивания на обтачке направляем на центр спинки. Совмещаем эти надсечки, фиксируем. Дальше берем надсечку, которая по центру, совмещаем центром нашей полочки. Ничего сложного. Наши ориентиры нам очень помогают. И теперь боковые надсечечки. Вот есть надсечка, и на кофточке есть надсечка. Мы их совмещаем, скалываем. Скалывать я скалываю со стороны обтачки, поскольку я по ней буду работать. Лучше, когда иглы находятся в поле зрения. Не под работой, а на. Это удобно. Вам всегда удобно их вытащить. Вот мы здесь будем строчить, дошли до иголочки, иголочку вытащили, и все, это очень легко и удобно. Вот мы разместили ее. И теперь наша задача ее пришить. Ну проще простого, простая строчка. Все, мы ее пришиваем, затем отгибаем шов на кофту, на
основное изделие и прокладываем отделочную строчку, фиксируя наш шовчик, чтобы он не болтался. И все. Если вы хотите заморочиться, вы, когда пришиваете этот шов, вы можете взять любую тесьму или из основной ткани, или взять какую-нибудь уже готовую тесемку в цвет, который вам надо, параллельно к тому, что вы пришили, в этот же шов ее пришить, огибаете, закрываете этот шов, только тогда выворачиваете и отстрачиваете отделочную строчку по краешку этого вашего шва. Тогда шов будет спрятан, но это будет дополнительное уплотнение. В моем случае этого делать не надо, но если я шью платьице или футболку, я обязательно это делаю. Я иду к машинке, и вы тоже. Поработаем. Ставим наше изделие под лапку. Работая с нашей обтачкой, не надо ее тянуть всю полностью. Вы помните, что мы утюжком оттянули крайний срез, вот этот, который притачается к нашему изделию. Поэтому растягивать маленький срез, который ложится на шейку, не надо. Мы работаем только с краем, если вдруг где-то надо подтянуть. Но эту часть мы не трогаем. И пришиваем ее по кругу. Я покажу вам начало этой работы. Значит, если у вас, как в моем случае, 2 цвета используется, вы должны обязательно убедиться, что у вас ниточки соответствуют цветам. Значит, белые у меня внизу, у меня снизу белые нити, сверху у меня черные, значит, у меня сверху стоит черная нить. Вот, ну дальше я пришью этот воротничок. Вот получился у нас шов. Затем мы его вывернем. И вот здесь проложим отделочную строчку. И будем дальше работать. Нам надо будет его с изнанки немножечко осноровить. Нам надо будет приутюжить все изделие. Вот. Собственно и все. Ничего сложного в этом нет. Вот она ложится сама. Ее не нужно направлять, ничего практически. Она ложится хорошенечко в горловину. Ну вот и все. Мы справились с нашей горловиной. Вот так она выглядит. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас покажем поближе. Наша кофточка практически готова. Так выглядит наше горлышко. Вот, мы старались. Мы добивались этого результата. И вот как кругленько она лежит. Так благодаря нашему усердию и старанию. Вот так выглядит наша кофта целиком. Я, к сожалению, не имею технической возможности показать вам на манекене, поскольку у меня манекен женский, и там так выпирает грудь. Об этом можно только мечтать. Вот. Но у меня она так не выпирает, и эта кофта, здесь плечо на 2/3 шире моего, поэтому бесполезно демонстрировать ее на мне. Вот так она выглядит с лица. На спиночке, на полочке спереди. Уже не полочки, уже готовое изделие. И сейчас я покажу вам изнанку. Почему-то мужчины изнанку принимают за лицевую сторону и думают, что это лицевая. Вот. Но это только нам плюс нашему старанию. Вот мы ее выворачиваем, выравниваем. Ровненько здесь у меня. Это у нас спиночка. Это у нас перед. Вот так мы старались. Вот так у нас получилось. Вот такие у нас швы. Вот они, наши швы все. Вот. Вот такие у нас швы здесь и здесь. Вот и все.
Я уже за кадром доработаю изнаночку, то есть почищу, где-то уберу, что прилипло, какая-то ниточка белая, вот. Все это я уже сделаю за кадром и доведу работу до идеального состояния. С кофточкой мы закончили. Я надеюсь, что вам понравилось, вы не зря потратили время, глядя на то, что я показываю, смотря мой ролик. Я работой, в принципе, довольна. Немножечко постарались и чего-то достигли. Следующим этапом будут наши штанишки, которые мы раскроили. Вот крой штанишек, а это рибана. Это будут манжетики внизу, и это будет поясочек. Насчет карманов я еще пока подумаю. Либо они будут обработаны рибаной, либо это будут просто обычные карманы, косые, без всяких заморочек. Я считаю, что к этой кофте не нужно ничего лишнего. Декорировать штаны я не буду, задних карманов на них точно не будет, потому как парень, который будет это носить, сколько карманов не пришей, они все будут чем-то наполнены. А ткань не позволяет, потому что она отвиснет. Значит, на брючках будет 2 кармана передних, никакого больше декора. И обязательно будет шнурок, который будет на передней планке. То есть рибана будет доходить вот только вот до этих пор. Здесь будет планка с люверсами и шнурком, который, скорее всего, будет уходить внутрь штанов с изнаночной стороны. Вот, не на лицо. Он не нужен, чтобы он выглядывал из-под кофты какие-то кончики шнурков. Все, дорогие мои, я очень старалась, я очень хотела быть вам полезной. Вот, пишите свои отзывы о моей работе, покажите, что вы пошили. Будут вопросы, обращайтесь. Я открыта для контакта, обязательно отвечу на ваши вопросы. Где-то чего-то, может быть, не получается, пожалуйста, пишите, я отвечу, подскажу. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч. Будем шить штанишки. До свидания.